Приветствую всех на нашем канале. Сегодня обзор про сварочный полуавтомат. Смотрим, неплохо варит, но об этом более подробно далее в ролике. Всем приятного просмотра. KKR24 Technologies. В комплекте поставки вот такая упаковка с названием бренда. Размер упаковки: длина 42 см, ширина 23 и высота 27 см. В комплект поставки входит катушка с проволокой 0,8 мм и весом 1 кг. Хранится в надежной вакуумной упаковке. Кому интересно, можем видеть и размеры: диаметром 10 см и толщиной в 45 мм. Гарантийный талон без каких-либо отметок. И еще руководство пользователя, в котором можем видеть все основные технические параметры. И при напряжении в 220 вольт мощность может варьироваться от 4 кВт до 9 кВт в зависимости от модели. Но конкретно данная модель — это MiG-145 и максимальный выходной ток от 40 до 140 ампер. Выходное напряжение от 15 до 23 вольт. Также параметры КПД, заполнение и так далее. Ну и важные параметры для этого аппарата — это возможность применять сварочную проволоку сечением 0,6 либо 0,8 мм. А чтобы работать сечением 1 мм, тогда есть смысл обратить внимание на более старшие модели. Ну и собственно сам сварочный аппарат. Внешне смотрится очень красиво, отличное лакокрасочное покрытие. Всего один регулятор, и это скорее для управления силой тока. И всего два индикатора, которые отражают ход работы. Отсоединять провода здесь не получится. Сбоку можем видеть перфорации для циркуляции воздуха. Для удобства переноски смотрим ручка, и для большей надежности на ручке можем видеть и ребра жесткости. Есть еще отверстие под ремень, но сам ремень в комплект поставки, к сожалению, не входит. Сверху также можем видеть меры предосторожности. На обратной стороне тумблер, кнопка включения и выключения. И снизу принудительная система охлаждения для того, чтобы избежать перегрева устройства. И такая таблица. Здесь производитель, скорее всего, показывает продолжительность работы в зависимости от нагрузки. И вес аппарата указан в 6,5 кг. С этой стороны расположен карман для загрузки катушки. Видим и механизм подачи проволоки. Есть отличное пространство для свободного размещения катушки. Несмотря на пластиковый механизм подачи проволоки, все сделано достаточно добротно, и основные механизмы: сверху это шарикоподшипник качения, и снизу такой ролик под два разных диаметра. С соответствующим сечением каналов. Одевать катушку будем следующим образом. При запуске в рукав этот кривой участок проволоки лучше отрезать, а острый конец есть смысл закруглить, чтобы случайно не повредить рукав. Ну и первый промежуток проволоки тоже лучше сделать максимально прямой, так скажем, чтобы облегчить проход проволоки через рукав и чтобы минимизировать повреждение стенки канала. Таким ручным способом можем почувствовать, где и как застревает, и контролировать весь процесс подачи.
И если все равно проволока не выходит, то можно снять токопроводящий электрод, и уже видим, спокойно идет перемещение проволоки, и теперь можно одеть наконечник. Странно, конечно, что в комплекте идет только один электрод токопроводящий, и сечение под проволоку здесь указано, как видим, 1 мм. Хотя сварочная проволока в комплекте могли видеть сечением 0,8 мм. Но как это поведет себя в работе и можно ли такое применять, посмотрим далее в ролике. Есть смысл убедиться о том, что проволока лежит в своем канале, и если сделать все правильно, то нет никаких проблем в работе этого бюджетного, но довольно качественного механизма подачи проволоки. Прежде чем начнем варить, заглянем и в начинку прибора. На крышке с внутренней стороны снова можем видеть подсказку, как одевать катушку. Довольно компактного размера двигатель, который работает с напряжением в 12 вольт. Кому интересно, также видим маркировку, название модели. Во избежание перемещения провода видим, все хорошо зафиксировано. Ну и, как видим, неплохое качество пайки и есть соответствующая маркировка компонентов. Внутри проглядываются и высоковольтные большие конденсаторы на 680 микрофарад, и для защиты на входе расположен варистор рядом с автоматическим реле переключения. Транзисторы сидят на таких приличного сечения радиаторах. На радиаторе можно заметить датчик для термоконтроля, и это, скорее всего, для защиты от перегрева. В целом плотная, аккуратная сборка. То же касается выхода для горелки. Это, конечно, простая гофра, чтобы предотвратить резкий излом проволоки, хотя в этой ценовой категории, тем более аппарат без газа, и пока что не видел разъемных евросоединений. Снизу можем видеть выступающие металлические ножки для более устойчивой фиксации на плоскости. Провод массы, несмотря на то, что сделано из достаточно тонкостенного металла, имеет очень хорошую прочность, и для более высокой токопроводности на месте контакта можем видеть и медные шины. И провода здесь эластичные, сечением почти в 1 см. И фактическое сечение проволоки 16 квадрата, и длина такого провода составляет 130 сантиметров. Горелка, рукоятка здесь аналогичная, как на большинстве других аппаратов. Хорошая проверенная конструкция. Размер тоже примерно 25 сантиметров. Ну и длина провода здесь примерно 240 сантиметров. Силовой провод специально под наши стандарты розеток, который способен коммутировать нагрузку с мощностью 4 киловатта, и длина такого провода примерно 130 сантиметров. Если ставить минимальный ток, то с этой проволокой 0,8 мм аппарат хоть и пытается варить, но чувствуется нехватка тока. Но эти настройки вполне возможно будут полезны для проволоки сечением 0,6 мм. Это особенно ценно для работы с тонкими листами. Если же добавить ток, то смотрим. Уже сварка идет с более правильным звуком. Ну и нормально варит. По части потребления тока на разных режимах смотрим, значения могут переходить и границу в 100 амперов.
И мне очень интересно, какой у вас опыт по работе с такого рода аппаратами, и если есть вам с чем сравнить, и какой аппарат сегодня является лучшим, пожалуйста, напишите в комментариях. И также можете писать, какой аппарат хотели бы увидеть в следующем обзоре. Всем спасибо за просмотр.